Я видела новость в «Медузе» сегодня, а, ей сколько, 7 часов назад. ВСУ говорит, что в России готовят скрытую мобилизацию, начиная с 10 декабря. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, вторая волна мобилизации не могла не начаться, потому что сам по себе закон, который подписал Путин, точнее указ, который подписал Путин, он предполагает, что пока следующим указом его не аннулируют, мобилизация в стране продолжается. Причем в этом законе, что самое интересное, она не обозначена как частичная. В секретном седьмом пункте, который, собственно говоря, заблюрен на публичном, так сказать, представлении этого указа, указано число тех, кого возможно призвать. То есть официально объявлялась цифра в 300 тысяч, но это, скорее всего, неправда. Ну, некоторые источники говорят, что там 1 200 000, например. Но, насколько я знаю, планы этих замечательных в кавычках людей, они собираются призвать как можно больше. Как мне рассказывал один товарищ, близкий к Генштабу, еще вот, собственно говоря, в сентябре, когда они только объявили о начале этого всего безобразия, они хотят превратить эту войну действительно в народную и, собственно говоря, воспользоваться призывным резервом по максимуму. Это было еще до того, как пошли слухи. Я просто понимаю, что этот товарищ присутствовал на брифинге, на который, собственно говоря, приглашали всех советников, консультантов Генштаба. И он был жутко воодушевлен, не буду называть его фамилию, чтобы, так сказать, не раскрывать свою идентичность. И да, он вот эти вот все тезисы, о которых потом начали говорить как о слухах, мне еще тогда озвучил. Вот. Ну и насколько я знаю, ну, опять же, уже не по моим источникам, а как бы по открытым источникам, они так и собираются поступить и призывать и призывать, пока, собственно говоря, у них не наберется такое нормальное количество, которое позволит им и удерживать фронт, и, возможно, открыть какое-нибудь другое направление на фронте. Насколько я понимаю, у них есть безумный план повторить атаку на Киев или где-то на западном направлении, чтобы, ну, типа, отрезать пути поставки вооружений из Польши. Так что да, в том, что мобилизация-то и сейчас вялотекущая продолжается. Как бы повестки там раздают, насколько я знаю, с указаниями прийти в январе. Вот. А с января, насколько я понимаю, опять начнут грести всех подряд, и на этот раз уже действительно всех подряд, потому что насколько я понимаю администрацию президента, там царят такие настроения, что нужно дать людям погулять, окончательно расслабиться и потом начать заново. Если мы посмотрим, кстати, на волну мобилизации во время русско-японской войны, там что ли то ли 7, то ли 10 волн было. И поскольку они очень любят историю и ориентироваться на все, что связано с историей, как бы, я ничуть не удивлюсь, если они будут грести в течение следующего года постоянно, вот волнами такими. Так что да, я считаю, что будет мобилизация, будет она всеобщая, то есть уже никто не будет говорить, что это частичная мобилизация. Возможно, чтобы, так сказать, мотивировать людей вновь приходить в военкомат, будет проведена какая-то серия терактов, это они любят. Или как-то вот будет сформулировано, что, так сказать, наша несоветская родина в опасности. Спасибо. Мобилизация. Я вот всегда пытаюсь понять, кого это у нас забирают? Это то есть вообще любого мужчины без всякого опыта, военного опыта или как? Ну, как сказать, во-первых, в первую волну мобилизации они объявили о том, что будут брать только военных профессионалов. Разумеется, так не было. Потому что как это работает? Указ максимально общий. Ты имеешь, ну, вот у нас есть закон о мобилизации, федеральный закон, и согласно ему там обозначено, собственно, какие категории берутся в первую очередь, какие во вторую, какие в третью. Но это не определение волн мобилизации. Это просто, вот скажем, вот у нас есть военкомат, у него есть определенная база призывников. И они смотрят, если вот кончилась категория А, скажем, причем с военным опытом, они берут уже без военного опыта, потом
категорию Б, категорию В и так далее. Ну и кого успеют, того и хватает. То есть, да, в принципе, по этому указу можно призвать абсолютно кого угодно. Хоть хромого, я не знаю, там, хоть с кучей болезней. Ну, если только у тебя не категория D, которая означает, что ты вообще не годен к призыву. Все остальные категории, да, подпадают. И это так и происходит сейчас в России. Ну, смотря где, все зависит от регионов, от военкоматов, как бы. Ну да, конечно, им самое выгодное, дело в чем смысл вот этой вот беспорядочной мобилизации? В том, что самим по себе военкоматам нужно выполнить план. Не все хотят идти, как бы, не всех удается достать. Тех, кого удается, тех, кто приходит, тех, кого забирают, там, тех, кого насильно приводят, те и идут. То есть, по сути, как бы, еще раз повторю, забрать можно любого, а военкомат старается выполнить план. Вот и все. Поэтому, как бы, ну вот, им сказано, им не дано никаких особых указаний, они, собственно говоря, и поступают согласно федеральному закону. В принципе, они его, получается, не нарушают. Ты знаешь, я не слышу никаких историй, когда очень немалочисленные истории, когда мужчины отказываются воевать, вот наотрез отказываются. Как тебе кажется, у нас почему так происходит? Почему настолько мало людей не хотят идти на эту войну, отказываются идти на эту войну? Ну, во-первых, так скажем, что это совершенно не единичный случай. Вот я сейчас сижу, так сказать, в братском государстве нашем одном, и, насколько я понимаю, до миллиона наших сограждан вот в первую волну выехали. Ведь их же не достали, ведь они же не пошли в Ага. военкомат, им не раздали повестки. Так что это можно зачитывать именно в Мгм. в тех, которые не захотели пойти воевать. Правильно. А вот те, которые, как бы, что называется, не следят за политикой, говорят это самым, и даже иногда говорят, я телевизор не М, смотрю. Вот. да. Большинство россиян, особенно за последние 20 лет, привыкли жить в своем таком коконе, в таком мире, собственно говоря. Государство – это одно, я – это другое. Политикой занимаются политики, политика – это дело грязное, как бы, а мне нужно тут семью содержать, как бы, деревья сажать, сыновей растить и так далее. И когда к ним приходят, а у них головы к тому же еще запудрены тем, что деды воевали, а значит мы в любом случае должны, потому что Родина – это святое, как бы это самое главное. Ну и как бы надо защищать свой дом еще, как им говорят. Вот. Но они идут, собственно говоря. Есть очень много протестов мобилизованных, которые они протестуют не потому, что они протестуют против того, чтобы идти на Украину, они протестуют против того, что у них не хватает экипировки, что как-то к ним командование М, относится не так, как они считают нужным, что их поставили на передовую, а сказали, что они будут во второй, третьей линии обороны окопы рыть там и так далее. У них не возникает просто в голове вот этой мысли, что как бы, ну, что-то не то происходит. Происходит обычное разгильдяйство, они знают и пытаются с этим бороться. Но с остальным они не пытаются мгм. бороться, потому что они не понимают, с чем им бороться. Они считают, что, ну, вот война народная пришла, как бы надо защищать дом. У них, что они делают на территории другой страны, многие даже просто не задумываются. Просто есть концепция, что это нужно делать. Они этим и занимаются, собственно говоря. А вот всякое безобразие, которое происходит, да, конечно, они возмущаются, некоторые даже бунтуют. Я видела такое видео однажды. У меня точно такая же мысль была, что они бунтуют против разгильдяйства, но не против самой войны. Я следующий вопрос задам, можно? Да? Ах, этот разговор Путина с матерями, с так называемыми матерями. Ты видел его, слышал? Какие Да, у тебя мысли по этому поводу? ну, как тебе сказать, система прошла очень мощную стадию отрицательного отбора. Что такое отрицательный отбор? Это когда происходит не survival of the fittest по Дарвину, когда выживает сильнейший, а выживает наиболее тупой, наиболее сервильный. И, соответственно, вот этот вот постоянный отрицательный отбор, он шел все эти годы. Были какие-то талантливые пиарщики, были, не знаю, там это самое, умные политтехнологи, но большинство из них ушли. И остались только конспирологи, абсолютно тупые, ни на что негодные личности. И, конечно же, всем вот эта система, она
работает как несмазанный механизм, с трудом передвигая шестеренками. Ну, надо что-то сделать. Ну, давайте сделаем. Ну, как надо сделать? Во-первых, хозяин не любит, чтобы ему задавали те вопросы, которые он не хочет услышать. Хозяин не хочет, чтобы, например, внезапно на него какая-нибудь, наоборот, мать бросилась ему в объятия и сказать, что ты наш спаситель, ты наш дорогой. Все должно быть четко, по плану. Все должны быть проверены, там, это самое, проведены через медобследование, просидеть на двухнедельном карантине перед тем, как с ним встречаться, опять же. А как это можно сделать? Это берутся самые-самые-самые такие надежные люди, которые точно, абсолютно будут все делать так, как условно надо. Вот, собственно говоря, и все. А у шефа в голове как бы общая каша, которая у него создается в результате отчетов, которые ему в красных папочках приносят вот эти вот самые получившиеся в результате отрицательного отбора такие же кадры, в которых рассказывается его фантастическая картина мира, и не только, как бы она подогревается, она экзагерируется, она становится все более и более гротескной, ну и, конечно, она ему заходит, потому что он этого и ждет, собственно говоря. Он говорит, что звонит регулярно на передовую солдатам. Я могу подозревать, что если он не врет, что если он действительно куда-то звонит, то ему просто дают каких-нибудь подставных чуваков, которые рассказывают, как они там фарш мочат укропов, как бы как все замечательно, что уже кучу нацистов завалили, от самое, нашли усы Гитлера и, не знаю, там, фуражку Геббельса и пузо Геринга. Вот, это сам. Он радуется, все в порядке. Возможно, он действительно говорит с ними. А то, что вот эти вот все женщины из этого общественного национального ОНФ, общественного национального фонда, как там, Фронта? палаты, да, большинство из них оттуда, как бы, есть еще из Чечни, там была одна дама, одна мать товарища из Луганской области, который, между прочим, погиб в 2019 году, а вовсе не сейчас. Насчет того, находятся ли на фронте дети остальных, тоже очень большие сомнения. А в принципе это вот, собственно говоря, воплощение того омерзительного разгильдяйства, которое царит абсолютно везде в России и особенно на верхушке. Ага, это ты вот рассказал про то, как организуется такая встреча. А вот про то, что Путин сказал, про то, что он донес до этих матерей. Вообще, какое у тебя вот впечатление об этих словах, о том, что он сказал? Ну, во-первых, у Путина очень плохо с эмпатией, как многие источники говорят, как мне, собственно, кое-кто подтверждал. Ну, то есть это человек, который не способен сопереживать. И когда от него это требуется, чтобы показать, что он сопереживает кому-то, это всегда получается вот так вот тупо, нелепо и со скрипом. Вот как он сказал, что, собственно говоря, ну вот у нас чего там, от водки в основном помирают и этих самых в ДТП. А тут человек Мгм. помер за правое дело, значит, он жил не зря. Ну и в его голове эта конструкция как бы аналогичная, как бы, ну и он как бы вот считает, что вот я таким образом показал сострадание. То есть показал матери, что ее сын умер не зря, показал людям, что, собственно говоря, сыновья их умирают не зря. Ну а как же? А иначе они просто, собственно говоря, помрут либо в ДТП, либо от водки. Разве это хорошо? Мгм. Нет, надо идти на фронт, защищать родину. И тогда, если ты помрешь, то, собственно говоря, хоть за правое дело. Ага. Ка как будто у нас, как будто в России россияне умирают только от водки или в ДТП, а? Никакого другого варианта нет. У него такая картина в голове, что он близок к Ага. народу. Он очень любит это повторять, между прочим, что я говорю, я простой, Серьезно? собственно, мужик российский, я так близок к народу, я так всех понимаю. Но вот у него вот такая вот картина в голове, что это самое, что русский народ это быдло, которое ничего не соображает, которое тупое и постоянно жрет водку. Вот такая у него картина, собственно говоря. Ну и он, соответственно, и руководит, исходя из этого посыла. Окей, следующий вопрос. Так, видео. Где-то неделю назад было видео в интернете, где якобы украинские солдаты убивают русских на земле. Ты, наверное, видел его тоже. Да, да. И вот говорят, что Нью-Йорк
Таймс подтвердила подлинность этого видео. Как они вообще могли это сделать? И почему именно Нью-Йорк Таймс? Не только Нью-Йорк Таймс, как бы, ну, во-первых, правильно, как сказать, что подтвердить подлинность этого видео, это значит, что издание провело факт-чекинг, то есть проверили факты. Они проверили, что это не постановка, что это действительно украинские солдаты, что трупы действительно были и так далее. Вот это, собственно говоря, ну, значит, если я не знаю, точно ли первым именно Нью-Йорк Таймс подтвердили, но это просто значит, что они провели факт-чекинг. Собственно говоря, сомневаться в том, что это видео аутентичное, в принципе, особо нет никакого смысла. Но другое дело, что нам происходит, вот это вот, собственно говоря, расстрел под Макеевкой. Если посмотреть внимательно на видео, мы видим, что десяток человек сдаются, выходят из дома, ложатся с руками заложенными за голову. Потом внезапно, вот когда камера опускается, там есть несколько кадров, которые, если замедлить видео, отлично видны. Из этого дома выходит Рэмбо такой с автоматом и начинает стрелять в сторону украинских военнослужащих, которых меньше, чем этих солдат, там их человек 4, но один из них лежит на земле с останковым пулеметом, который направлен в сторону, собственно, сдающихся. Тут же мгновенно открывается очередь. Как бы, разумеется, этого товарища валят, он успевает ранить одного ВСУшника, между прочим. Об этом есть еще одно видео, которое у нас обычно почему-то не показывают, как его везут в госпиталь. Вот. Мгм. А что происходит с остальными? Ну, тут важно понимать логику военных. Как бы. Во-первых, пока сдача в плен не завершена, пока эти люди не перешли in custody, ну, то есть под защиту, как не под защиту, как это сказать, в расположение, так сказать, украинских военных, они не считаются военнопленными. А это считается военным эпизодом, собственно говоря, по Женевской конвенции. Это был военный эпизод, соответственно. А что делается во время того, когда во время сдачи плен один из сдающихся вероломно начинает стрелять в сторону тех, кто принимает сдачу? Разумеется, ликвидируются сразу все. Если мы посмотрим на то, как лежат эти пленные, я не буду, конечно, предполагать, добивали их потом или не добивали, но мы видим, что большинство пленных как лежали, так и лежат, потому что очередь, скорее всего, в течение секунд 15-10 пришлась абсолютно по всем. Двое, видимо, пытались убежать, потому что они, видно, лежат чуть поодаль там. Ну и этот товарищ, который начал стрелять, вот лежит на полпути до того места, где находились украинские военные. Разумеется, когда по тебе начинают стрелять, ты не думаешь, а вот эти вот, они сдались как бы по-настоящему, а вот этот вот, наверное, вот это самое, может быть, он заодно с ним, и он тоже сейчас начнет стрелять. Нет, такого не бывает. Ты ликвидируешь Мгм. всех, абсолютно всех, потому что они все для тебя представляют угрозу. Тем более твоих тут, собственно говоря, меньше, чем их. И что, может быть, они все сговорились? Сейчас все станут, у кого-то там этот самый пистолет, например, в кармане спрятан, хотя он автомат отбросил. И вот и либо попытаются убежать, либо, это самое, либо тоже начнут стрелять в тебя. Ну и чего? Они тогда, получается, тебя завалят, а ты не должен из пулемета стрелять, хотя они четко знают, что они у тебя на прицеле. Нет, просто берут и ликвидируют всех. И это вполне себе, на первый взгляд, боевой момент, потому что во время сдачи в плен произошло вероломство, после чего как бы мозг солдата за долю секунды должен определять, что ему делать, Мгм. иначе он Понял. долго не проживет. Понятно. Э, Ты говорил вот раньше мне, что те, кто управляет Россией, это не, как это, не правительство, а организованная преступная группировка. Да? Вопрос: почему в стране еще нет полного краха? Все-таки больше 20 лет прошло, как Путин у власти. И если крах будет, то когда? Ну, ты имеешь в виду экономику, видимо, потому что как бы Экономику. Вообще поня- все, всю Россию как государство, как нацию и экономику тоже, конечно. ну, экономика, я думаю, тут будет первична, потому что, как бы, Мгм. когда мы говорим о каком-то прогнозируемом крахе, мы можем говорить только об экономическом. Если мы говорим о каких-то дворцовых интригах, то тут мы можем ориентироваться только на слухи, а ориентироваться на слухи в таком
в такой закрытой среде, в которой обитает Путин и его высшие клевреты, это практически невозможно. Тут, ну вот, предположим, у нас есть какие-то слухи о том, что они там собираются делать какой-то переворот, а потом этого переворота нет. Значит ли, что они не собирались и все это вранье, или наоборот что-то случилось? Мы не знаем. А что касается экономики, ну что можно сказать? Во-первых, в отличие от СССР, Российская Федерация все-таки это не вот этот вот самый социализм, полностью государственный социализм Советского Союза. Здесь есть рыночная экономика, опять же, здесь есть какие-то механизмы, опять же. Здесь есть достаточно сервильное население, которое готово трудиться, в принципе, кое-как, конечно. Мгм. Здесь есть обходные пути для поставки каких-то там важных продуктов, я не знаю, там есть пищевая промышленность, которая, конечно, не хватает много всего, но это все будет благодаря санкциям валиться, но оно будет валиться постепенно. Сейчас вот, например, во главе экономического блока стоят такие люди, как Силуанов и Набиуллина. То есть, в принципе, люди, которые умудряются вот в этом как бы хаосе держать экономику очень даже на плаву. И вот я Ага. думаю, что вот если их заменят, наконец, сочтут, что они неблагонадежные, что все плохо, как бы от самой надо их отстранить, вот тогда возможен достаточно быстрый крах. А пока они рулят этим, ну, собственно говоря, честь им и хвала, как говорится. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это поскорее закончилось, но они очень неплохо справляются с тем, что имеют, прямо скажем. Женщины отправили Путину, не Путину, а вот в «Медузе» говорили, что какое-то, они называют почему-то его феминистским антивоенным движением России. Почему бы и Мгм. не назвать его женским движением России? Не понимаю. Ну, в общем, короче, они обращались к Думе с требованием вывести российские войска из Украины. Что ты об этом можешь сказать? Ну, я могу сказать, что просто в «Медузе» есть очень много товарищей, которые связаны со всевозможными активистскими организациями, там, порой очень мелкими, порой очень местечковыми. Ну и как бы кто-то из корреспондентов, кому-то из корреспондентов это прислали, они, собственно, друг друга давно знают. И, так сказать, по дружбе разместили это у себя. Это, конечно, ничего не поменяет, это все глупости, блин. Ну и Мгм. вот это на Change.org еще петицию, конечно, подпишите, а потом выйдете во двор, как Навальный рекомендовал, и фонариками там посветите в течение получаса, чтобы все узнали, как нас много. Ну, великолепная глупость, конечно. Ну, так чё, ну, в принципе, злата от этого не будет, пускай пишет. Мгм. Ой, так. У меня, Дарон, вопрос про дикторов на радио. Каждый раз я слушаю вести, а, радиовести, и там дикторы докладывают о том, сколько украинских солдат было убито, называют их укрфашистами, врагом. Ты думаешь, они верят в то, что читают, и как они остаются нетронутыми этим ужасом, чисто по-человечески? Ну, как тебе сказать, среди многих дикторов телевизионных и радийных, видимо, понимаешь, когда ты работаешь, когда ты являешься лицом этого всего, даже если ты изначально просто лицемерил и делал это за деньги, рано или Мгм. поздно тебе приходится в это поверить, иначе ты не сможешь это эффективно продвигать. Та же Симоньян, тот же Соловьев, как бы. Я абсолютно уверен, что вот когда ты работаешь, вот у тебя ты уже пришел с какими-то вот такими ожиданиями от мира, что он вот должен быть таким. Вот. И когда тебе нужно заниматься пропагандой, ты накачиваешь себя агрессией, и уже сам начинаешь верить в то, что несешь. Хотя ты знаешь, что большинство из того, что ты несешь, это фейки полные. Но у тебя же в голове есть такая конструкция. Ну да, конечно, вот это вот мы прикрутили, вот это мы придумали. Но так ведь оно ведь и должно быть. Скорее всего, где-то так и есть. Просто мы эту информацию не смогли достать.
Но она же так и есть, мы же должны доносить вот это вот нашим читателям, нашим зрителям, нашим слушателям. И, ну как, в какой-то мере, да, конечно, они верят в это, как и Путин абсолютно точно в это верит, хотя изначально, насколько я понимаю, там до года 2007 его это все не очень волновало, там ЛГБТ, которые хотят захватить мир, там, не знаю, там, ну и прочий вот этот вот бред, который ему несут в этих папочках. Он просто, я тебе уже говорил однажды, что Путин похож на таксиста, который смотрит РЕН-ТВ и рассказывает тебе после этого в такси, что вот РЕН-ТВ — это один из последних независимых каналов. Там, конечно, не всю правду говорят, но в отличие от остальных, там все-таки есть какая-то правда. Там показывают скрытое. А что, скрытое несут нам в папочках Путину, потому что кто у нас должен быть главным, так сказать, субъектом знания? Это Путин Владимир Владимирович. И, разумеется, он понимает, что ему приносят вот такую вот важную информацию, он ее потом в мир транслирует и решения на основе нее принимает. Точно так же он смотрит этих товарищей по телевизору, в интернет он не заходит, как известно, телефона у него мобильного нету, потому что он старый КГБшник, и, разумеется, все, что он знает и понимает о происходящем, происходит именно из якобы вот этих вот самых секретных депеш, которые ему приносят каждый день, дайджесты эти, как бы. Плюс он еще смотрит телевизор, смотрит Соловьева, смотрит ту же Скобеева с Поповым, как бы. И это еще больше его убеждает в том, что он прав, как бы, а на фронте, в принципе, это все очень даже и неплохо. Ну вот иногда как бы туда прорываются всевозможные товарищи, которые говорят о том, что вот генералы-то все просрали. И, насколько я понимаю, вот, возможно, именно в эти моменты, когда до него внезапно начинает доходить, что все вовсе не так хорошо, как ему рассказывают. А ты не знаешь о случаях, когда журналисты или дикторы, мне больше интересно дикторы, наверное, потому что они как бы общаются с людьми, с народом, они те, кто приносят нам эти новости. И ты вот не знаешь про случаи, когда они бы увольнялись именно потому, что совесть им не позволяет этого делать? Да, конечно, в начале так называемой спецоперации Z, она же война, было несколько громких увольнений с Первого канала, с России сегодня и так далее. Было много негромких, когда просто уходила куча народу из Мгм. людей, которые занимаются чем-то мелким и невидным, там, например, пишут тексты для этих товарищей, там, не знаю, ставят свет, выставляют камеры и так далее. Да, это в самом начале было очень много. Но сейчас остались те, которые либо разделяют все это, либо как бы им пофиг, либо которые не Мгм. могут никуда уехать, например, там. Да, конечно, были такие А люди. такое а такое случается, что, работники СМИ не могут выехать по какой причине? По какой? Ну, как тебе сказать, если это вот такие вот высокоуровневые пропагандисты, как Соловьев, никуда он, во-первых, не выйдет. Во-первых, он весь под санкциями, потому что все Мгм. известные фигуры под санкциями. А во-вторых, его просто, Мгм. скорее всего, не выпустят свои же, и к тому же после этого ему еще по шапке надают, если они отравят. Потому что тот же, например, как бы условный системный либерал, ну, ходят слухи, по крайней мере, я их не могу, конечно, подтвердить, но я много слышал, что та же Набиуллина как бы после 24-го собиралась увольняться, но Путин ей не дал такой возможности. Ну и как бы они там все сидят как заложники. Ну, жалеть их особо не стоит, как бы, потому что эти люди сознательно выбрали служить этому режиму с самого Блин. начала, как бы заниматься экономикой этого режима. У них это получается достаточно мастерски. Вот, ну, как, Мгм. будем ли мы министра финансов Рейха как бы э, хвалить за то, что он эффективно поднимал экономику Третьего Рейха? Я думаю, что не будем. Хотя по-человечески, наверное, их жалко. Ну, как говорится, Мгм. люблю обвинять, но виноваты сами. Ты говоришь, власть Путина слабеет. Почему ты так думаешь? Я такого не говорил, что она слабеет, но посмотри внимательно. Вместе с всевозможными поражениями важно чего понимать? Важно понимать, что Путин, как и любой фашист, как и любой, как бы, как
как любой идеолог фашистского режима, прямо так скажем, весь фашистский режим всегда строится на вере прежде всего. То есть, да, считается, что есть логика, ну, там, опять же, у немцев была расовая логика, там, наука расовая и так далее, да. Но в основном это все держится на вере, потому что вот вся эта вот херота, она же не проверяется сложными логическими построениями и проверками фактов. Она строится на вере, что те глубинные факты, якобы факты, на которых основывается их мировоззрение, они есть просто. Их вот надо выкопать хорошенько, вот, и тогда мы сразу все поймем. А если что-то не сходится, значит, от нас чего-то скрывают, нам что-то врут. И они все равно продолжают как бы верить в свое мировоззрение, в свою картину мира. И понимаешь, все это связано очень с везением. То есть нашему вождю везет. А когда нашему вождю перестает Мгм. вести, когда он перестает отхватывать территории и при этом получать какие-то мизерные там санкции и продолжает кошмарить Запад, там, это очень такой хороший вождь. Как сказал Дугин, между прочим, в паблике, но потом потер, правда, это сообщение. Он говорит, вот у какого-то там племени есть король дождей. Вот есть, когда король дождей призывает дождь, типа, все это самое, это хороший король. А если король дождей перестает вызывать дождь, то короля дождей убивают и съедают. Вот. Но потом ему пришлось, видимо, потереть это все, потому что этот пост был стерт у него в канале. Вот, собственно говоря, от этого и проистекает его слабость, потому что когда вождь перестает быть фартовым, а ничего кроме фартовости-то у него и нету фактически, и вера Мгм. элиты в то, что ему всегда везет, что именно на этой основе он остается вождем. Потому что если ему не везет, нахрен он нужен. На этом и основан разброд и шатание, а вовсе не на каких-то там моральных, может быть, причинах или того, что кто-то там внезапно одумался. Нет. Просто вождю не Ага. везет. Я раньше спрашивала тебя об этом. Хочу еще раз спросить. Тем, кто не поддерживает войну и Путина с Украиной, войну с Украиной и Путина, говорят, что у них неверная информация, и это им мозги промывают, издания инагенты. Как разобраться, кто говорит правду, и надо ли нам доказывать путинцам, что именно наша информация верна? Что делать обывателю с этой информационной кашей? Доказывать, что наши источники верны, бесполезно. Это абсолютно точно. То есть это совершенно неправильный путь работы с населением. У населения следует выдерживать их картину мира. Не надо противоречить тому, что нас никто не хочет захватить и так далее. Всегда нужно заострять внимание на том, что касается лично их жизни. Показывать, например, заострять внимание на том, что вот выплаты не производятся, что вот их бросают туда, вот, а зачем это все нужно, блин? А вы же ведь сами Мгм. говорили, что главное это дом и семья, там это. А вот это вот как бы чужая страна. Ну почему это наше дело, как бы? Ну вот НАТО хотела напасть, но ведь не напала же это самое, а твой муж умер. Ну вот какая вот фигня. Вот, ну, вступила бы НАТО на нашу территорию, вот тогда бы оборонялись, тогда бы и шли. А пока они там чего-то задумывают это, ты что, хочешь... может, они задумали там напасть через 20 лет, и 20 лет твой муж или сын мог бы еще жить. Вот. Вот так вот нужно подходить, Мгм. потому что как бы Верно. у любого сектанта, когда ты будешь его веру подвергать сомнению, самый логичный вывод – это тебя просто послать куда подальше и разозлиться. Вот. А злить их не надо. Надо Мгм. просто поддерживать с ними разговор о том, что ну вот да, но ну, все как-то это самое неправильно все. Вот. Вот я считаю, только так можно разговаривать. Мгм. Так, если представим, что Путин завоюет Украину, он на этом остановится? Ну, на какое-то время, да, но смысл-то у него вовсе не в Украине. Вот этот самый план по Киеву, до Киева за 3 дня, в который они реально, насколько я понимаю, вполне себе верили, он же был для того, чтобы создать в Украине плацдарм, на котором 3 братских народа, россияне, белорусы и украинцы, пойдут, собственно говоря, бороться с с бездуховным Западом и, так сказать, очищать Европу от скверны. И Путин, который долгое время жил в ГДР, и, собственно говоря, у него есть удостоверение Штази, кстати, он же очень любил Германию, насколько я знаю. И он просто видит, что с Европой происходит что-то такое, чего не было в его молодости.
И вот, собственно говоря, как и Гитлер, который хотел вернуть Европе ее, так сказать, истинный дух, очистить ее от мерзких социалистов, так сказать, от леваков, то есть, как бы, что очень сильно коррелирует с тем, что сейчас происходит. Вот точно так же Путин хочет очистить Европу от леваков и пидоров. Ну, если говорить так народными словами. Я все равно не понимаю, то есть он остановится на Украине или нет, или он дальше пойдет? И если пойдет, то что это будет за война? Ну, он, думаю, сейчас отлично понимает свои возможности. И в его планы, насколько я понимаю, ну, тогда-то он думал, что у него вторая армия мира, которая сейчас вот за одну секунду зайдет в Украину, как бы, а дальше мы там это будем уже и угрожать ядерным оружием. А европейцы, они же это самые ссыкуны такие, они просто подчинятся нам. Вот. Рисовались эти замечательные карты, как мы там это самое от Калининграда, Швецию захватываем, там это идем до Берлина, там и так далее. Вот, сейчас он понимает, что все не так просто. Но что нужно для того, чтобы осуществить свои планы? А планов-то он нифига не отказался. Нужно перевести экономику на военные рельсы. Нужно мобилизировать как можно больше народа, готовиться, собственно говоря, развивать военную промышленность и превращать страну в единый военный лагерь. Вот тогда мы, думаю, сейчас его Генштаб в этом убедил, что вот тогда мы, собственно говоря, и победим. И вот мой источник, с которым я общался, как я говорил, перед мобилизацией, он ровно такие же мысли и транслировал. Это фактически план Гитлера, как бы, что он же тоже говорил о том, что все хотят на него напасть, что как бы это самое, очень хотел договориться и с Францией, и с Великобританией в первую очередь, потому что, ну как же, белые люди, все свои, тут это самое, общие ценности. Неужели вы не понимаете, что нужно там от евреев и от прочих, так сказать, интерменшей избавляться? Ну вот. Ну вот, собственно говоря, логика точно такая же, только возможности другие, учитывая то, что такой жуткой коррупции и полного нравственного падения в Третьем рейхе не было. Там были люди, действительно воодушевленные именно идеей Великой Германии. А тут скорее идея-то оборонительная общая, что вот на нас все хотят напасть, соответственно, мы защищаемся. Гитлер-то он не стеснялся, он объявлял тотальную войну, он объявлял именно планы о том, что мы будем это самое, так сказать, бороться за будущее Европы. А Путин как бы народу-то это не внушает. Народ до сих пор внушается концепция оборонительной войны в рамках Великой Отечественной, как бы. Вот, деды воевали, что они делали? Они, как бы, это самое начало отбились, а потом пошли, соответственно, и освобождали Европу. Вот мы также отобьемся сейчас, хотя никто не нападает, но отобьемся в Украине, разумеется, потому что Украина это вообще как бы, это же насильно, так сказать, отделенная от нас отчужденная территория. Вот отобьемся на Украине, освободим ее, так сказать. Они же постоянно в своих сводках говорят, что освобожден поселок такой-то, такой-то там и так далее. Вот, освободим ее, а потом, вот, соответственно, подберем селенок и как бы пойдем освобождать Европу. Это очень дурацкая, очень простая и, ну, мне как человеку, общавшемуся со многими такими людьми, в том числе и высокопоставленными, совершенно ясно. То есть это далеко не фантазия, это реальность. Они действительно хотят, действительно говорят о том, что в будущем, если все сложится так, как им нужно, это вероятно, что они actually пойдут дальше, так сказать. Ну, изначально и такой план и был, просто никто не ожидал, что вот в Украине так произойдет, и что они там завязнут. Ну, конечно, план был, разумеется, прежде всего начать с Украины, решить эту проблему за месяц, там, быстренько провести выборы, там, какого-нибудь Януковича обратно поставить, там дальше уже как плацдарм использовать для дальнейшего ультиматума НАТО и Европе, потому что, как бы, ну, с чего это все началось? Это же началось не с того, что, как бы, это самое, мы сейчас пойдем захватывать Украину, там, или мы пойдем освобождать, там, Украину. Нет. Они же говорили о чем, что собирайте свои манатки, они говорили НАТО, Рябков это говорил, зам министра иностранных дел, и валите на границе 97 года. То есть нам нужна наша сфера влияния, и мы будем за нее воевать. Вот как это было фактически. Вот. А
Проблемы в Украине, они были совершенно странными для них и неожиданными. И когда говорят, что операция идет по плану, всем, конечно, очень хочется узнать, что же это за такой хитрый план. Потому что план был один, и он определенно пошел, все пошло по нему. А в чем ты, как по-твоему, в чем сила Украины? Почему война завязла? И почему украинцы по-прежнему ам, отбиваются от России и даже завоевывают свои территории назад? Отвоевывают. Ну, тут все достаточно просто. Во-первых, армия России полностью развалена. Армия России абсолютно не мотивирована, потому что вот этими конструкциями по поводу Великой Отечественной, ну, как бы можно, конечно, людям объяснить, почему они должны воевать, потому что они в это верят. Но у них нет же никакой, собственно говоря, никакого понимания, что вот реально вот в соседнем поселке там живут семьи, дедушки и бабушки, за которых они реально отвечают за жизни которых. Опять же, в Украине за Мгм. 8 лет они смогли построить действительно профессиональную армию с отличными полководцами, которые не воюют по картам 85 года, и потому что их научили в военной академии, никак, собственно говоря. Это что же отрицательный отбор? В армии э, в армии тоже было очень много чисток, и инициативные военные генералы, все, которые могли хоть как-то чем-то противоречить, они все были удалены. Почему? Потому что, а некоторые даже убиты. Почему? Потому что даже если они как бы разделяют в целом-то вот эту вот всю идеологию, они прежде всего должны подчиняться Путину Владимиру Владимировичу. А любой нормальный генерал, который хоть немного знает военную науку и понимает, к чему это все идет, он захочет устроить военный переворот. И как бы вот все эти кадровые решения, опять же, шли на пользу тому, чтобы не было военного переворота. А, соответственно, кто оставался? Там только дебилы и казнокрады. Вот и все. Ну да. Когда мы с тобой говорим о Путине, я вижу, что ты эмоционально про него говоришь. Это почему? Ну, потому что я его ненавижу, как и любой, наверное, человек нормальный. Можно ли безэмоционально говорить о Гитлере? А когда ты живешь при правлении вот этого вот самого нового Гитлера, каким бы он ни был, притом максимально тупого, мерзкого, ничтожного человека, разумеется, конечно, ты его ненавидишь. Я ненавижу его еще за то, что он заставил меня ненавидеть. Как тебе сказать, считаю, что и массовых убийц, и насильников, их нельзя приговаривать к смертной казни. А он заставил меня вполне нормально смотреть на то, что он и его шайка будут висеть где-нибудь на ветке. Я буду безумно рад, и сам бы его с удовольствием повесил. Да. Окей. Какой, на твой взгляд, Путин как человек? Какой у него распорядок дня? Думаешь ли ты, что он что-нибудь любит по-настоящему или кого-нибудь? Тут, как бы, я не знаю, какой у него распорядок дня, я с ним в бункере не живу, где, по слухам, он постоянно обитает из-за того, что очень боится всех. Ну, это, думаю, ни для кого уже не секрет, как бы есть очень много инсайдов о том, что вот начиная с пандемии он заперся в бункере, и к нему там пускали исключительно после долгого карантина. Вот он также и продолжает там уже жить, уже не из-за пандемии, насколько я понимаю, а просто из чистого страха, как бы за свою жизнь и за свою безопасность. Обоснованным, необоснованным, неважно. Вот. А какой он человек и действительно ли он кого-нибудь любит? Ну, я его лично не встречал, но те люди, которые с ним общались, я с этими людьми, прямо скажем, не общался. Ну, то есть, не, я общался с людьми, которые с ним общались, ну так, имеется в виду, один-два раза или какие-то там с отчетами какими-то приходили. Вот с такими я общался, да. А теми, кто был к нему близко, ну, я просто вот слушал то, что рассказывают эти люди. Там тот же Пугачев, например, м, бывший олигарх российский, который сейчас на Западе живет. Невзлин, у которого есть куча инсайдов, там, я не знаю,
Ну, вообще любой другой человек, который может что-то сказать. И все они как один говорят, что это человек, который абсолютно лишен эмпатии. То есть для него, Psychopath. There is да, such a медицинский терм это psychopath. да, психопат. И вот, собственно Человек, говоря, как ты говоришь, не способный к сочувствию. Мгм. да, да. В 2001 году вышли воспоминания его жены. Она там просто поговорила, Людмила Путина, со своей подругой, как бы писательницей. А она выпустила книгу. Эту книгу сразу же изъяли из продажи. И там рассказывается такой момент, что вот приходит Володя, я ему там приготовила вкусное, там, и садится, садится и молчит, и молча ест. И хочется же что-то поговорить. Я говорю, Володя, ну как? Он говорит, суховато. И все. Нет, я думаю, что да, реально по своему психическому, так сказать, состоянию этот человек, даже не состоянию, а по психотипу, наверное, это действительно психопат, который действительно не способен к проявлению любви и сострадания так, как среднестатистический человек. Плюс, конечно, у него накопилась куча психических и психологических проблем, о чем многие говорят, ну и что мы видим. Ну и как бы мы получаем психопата, который к тому же еще дополнительно и обладает каким-то вполне себе, насколько я уже понимаю, тяжелым психиатрическим диагнозом. А какой это диагноз? Ну, я не врач, как бы я Ну, говорю то. предположи просто тогда. Я не врач, но как бы видно, что это определенно, ну, как минимум, у него есть тревожное расстройство, помимо его обычной психопатии. Тревожное расстройство – это когда у человека постоянно тревожные мысли. Ну, ты как пойми, вот прежде всего, не, я понимаю, что тревожное расстройство – это не диагноз, но опять же, я говорю, я не врач, я говорю просто о том, что я могу только как бы увидеть. Когда человек находится постоянно в тревожном состоянии, когда его картина мира формируется абсолютно нереалистичная, благодаря тому, что он находится в информационном пузыре, полностью даже вот в том информационном бункере, он же не только в физическом бункере находится, он только смотрит телевизор и получает эти красные папочки. И это так он познает мир, через это. Вот. Но, разумеется, у тебя постоянная тревога, потому что тебе рассказывают, что... Ну и как бы ты сам об этом задумывался всю свою жизнь, ты же КГБшник, ты всегда должен понимать, что Запад тебя хочет уничтожить, нашу страну, и ты противостоишь коварным планам, собственно говоря, нашего геополитического противника. Вот. И, разумеется, это очень плохо влияет на психику, особенно когда ты находишься вот в таком состоянии, как я описал. И тут уже ты начинаешь постоянно пребывать в состоянии тревоги. Ты не можешь выйти из этого круга тревоги, и она постоянно возрастает. А поскольку, как известно, опять же, там, по свидетельствам людей, которые когда были приближены, он жуткий трус, ну вот представь, в каком он состоянии должен быть сейчас. Последний вопрос. Мгм. Каким ты видишь конец Путина и его правления? М. Ну, я думаю, что живым в любом случае он оттуда, ну куда ему идти живым? Если его устранят свои, то он будет убит, конечно, и это обставят как смерть Сталина. Знаешь, когда там эта группа пришла и сказала, что Иосифу Виссарионовичу Штару плохо. Уехать он никуда не может. Тут какие-то, конечно, безумные всякие слухи ходят, что он там ищет, мол, якобы убежище в Китае. Да нет, вряд ли. Я этому не верю. А, Либо как бы он действительно до того обосрется, что прикажет применить ядерное оружие. И если действительно это все сработает, то, как бы, как он обещал, мы сразу в рай, а они просто сдохнут. Я не вижу конец его правления как то, после чего он будет продолжать существовать. Я думаю, он тоже не видит. Но по другим причинам, как я тебе говорю, по причинам постоянного нарастающей тревожности, это его еще больше подталкивает ко всевозможным вот этим
самодеструктивным мерам, которые он, наоборот, считает мерами по предотвращению вреда себе, прежде всего. Ты же знаешь, что у нас по всей стране сейчас роют окопы, по всей центральной России, вплоть до Урала, строят какие-то линии обороны, открывают там эти самые бомбоубежища, там проводят всякие проверки. Он же ведь реально думает, что вот он напал на Украину, как бы это самое, и коварные планы Запада как-то, блин, это самое, не оформились. Вот он продолжает воевать в Украине уже столько, это самое. И все Запад не нападает. И это еще больше, все больше и больше повышает его тревожность. Что же делать? Что же сделать такого? Знаешь, вот как тебе, как ты перед сложной операцией живешь последнюю неделю, и ты думаешь, ну поскорее бы операция, вот хрен, вот сейчас бы мне наркоз уже дали, блин, а потом я либо проснусь, либо не проснусь. Вот. А вот у него он все ждет этой операции, а ее все отодвигают в его понимании, отодвигают. Ну, по-настоящему, конечно, ее никто и проводить-то не хочет. Но он начинает готовиться, там, я не знаю, как бы, не знаю, там это принимать условно успокоительные, как если бы перед такой операцией бы делал человек, чтобы только не волноваться, а успокоительные это вот в виде этих окопов и всего остального. Строить планы по перенесению правительства за Урал, там. Ну, в последнее время я все больше и больше уверен в том, что все-таки глобальной ядерной катастрофы не будет. Ну, а значит, он просто подохнет тем или иным способом. Вот каким я вижу конец Путина. М- Мне кажется странным, что вот ты описываешь, что с ним происходит. Это кажется, что как будто стресс, который он сам себе накручивает. Он это не понимает. Конечно, он этого не понимает. А что ему понимать-то? У него есть стройная картина мира, в которой вот он все делает правильно, как бы. И все предпосылки, собственно, к этому были правильные. И его сторона тоже правая, потому что как бы он ратует за империю, за разделение. Вот что он хотел сделать? Он хотел же просто разделить мир. Вот чтобы все было хотя бы как при Советском Союзе, чтобы была вот наша зона влияния со странами Варшавского договора, со странами СССР, которые будут так или иначе постепенно интегрироваться в Россию. Он все хотел это сделать мягкой силой, но в его же понимание и как бы это самое, и большинство граждан этих стран, и там и Восточная Европа, они же все до этого хотят по-настоящему. Это вот какие эти правительства рептилоидов, подговоренные там это нашим геополитическим противникам в другом полушарии. Вот это вот все, их подговаривает их элита. А люди-то по-настоящему, конечно же, хотят жить под духовной и замечательной Россией. Как его там кормили, собственно говоря, информация о том, что проводятся многомиллионные митинги во Франции против однополых браков там, и как любого русского, который туда приезжает, встречают с объятиями и рассказывают это самое, как же все задолбало их вот эта вот гегемония страшных и ужасных ЛГБТ. Это вот этот человек мне сидел и рассказывал. А потом он это все пишет в папочке и приносит Путину. Ну, разумеется, у него такая картина мира поддерживается. Наверное, я просто не понимаю причины, мотивации Путина. Потому что каждый человек делает что-то для себя, мне кажется. Все, что мы делаем для себя. И я просто не понимаю, что он делает для себя с этой войной, с войной на Украине. Я просто понять не могу. В чем это, как это хорошо для него, я не понимаю. Обеспечивает свою безопасность в своем понимании. Он же долго боялся. Он, во-первых, жутко испугался, когда были протесты в 2011 году, когда люди вышли после фальшивых выборов в Государственную Думу. И он понял, ну вот, наконец, да, наконец-то начал реализовываться план Запада. Он платит этим всем протестующим, потому что в его понимании люди не выходят на улицу по собственной воле. Это все как бы либо платит политтехнологам, которые этим всем занимаются, либо как бы напрямую этим людям как бы раздают там по $10, там, например. Вот, и они выходят. И так все, собственно говоря, революции делаются. А мне кажется, все это сводится к тому, что Путин не
один из нормальных людей. Он просто совершенно другой тип человека с каким-нибудь психическим расстройством, мне кажется. И отовсюду, именно поэтому мы имеем то, что имеем. Нет, ну, конечно, несомненно. Прежде всего, как ты правильно заметил, это психопат, а во-вторых, да, у него, несомненно, развилось хотя бы вот одно расстройство, тревожное расстройство, за эти годы развелось. И как бы именно из этой всей тревоги и растет его именно желание как бы решить вопрос уже силовым методом, произвести операцию. Он же сам ее называет операция. Он хочет сделать операцию. Он хочет сделать операцию себе, чтобы отсечь тревогу, чтобы наконец-то мир был такой, в котором ему будет безопасно. Вау, для меня это все настолько странно, потому что я сама испытывала тревогу и знаю, что это такое. И поэтому мне, когда ты говоришь, что у него тревожное расстройство, мне его жалко. Потому что это такая жизнь, которую не пожелаешь никому. И первое, что ты хочешь, первое, что мне хотелось, это избавиться от этого состояния и вернуться к себе нормальной. А Вот то, и что ему вот хочется. он думает, что его нормальная жизнь вернется к нему через войну, это просто я понять не могу, конечно. Через операцию. Если мы устраним причину тревоги, то, соответственно, жить станет, возможно, ему легче. Мне кажется А так. ты не, а ты не думаешь, он никогда не хотел бросить это все? У него же куча денег, он же он не знаю, самый богатый ли он, но у него куча денег, ему ничего не стоит забыть про все это и, я не знаю, купить себе какой-нибудь остров где-нибудь в тропиках и жить там, и забыть про все. После 2014 года он, конечно, уже не мог себе купить никакой остров и ничего, да и до этого как бы. Так понятно же было, что, во-первых, это самое стоит ему только уйти от власти, как его будут судить, потому что судить было еще до этого, было много за что. Опять же, и в розыск на него международный подадут, несомненно, и его выдадут, это было абсолютно понятно. А сейчас понятно, что если он соберется уходить от власти, Да. ну куда он денется? Ну это все уже, это конец. Власть с ним до его самого конца, так или иначе. То есть, really, к чему мы пришли, это к тому, что он сам себя поймал в капкан. Ну да, конечно. И и это все ради власти. Вот такая жизнь. Люди хотят такой жизни. Он хотел такой жизни. Я думаю, что изначально он хотел власти и денег, как бы. Ну, понимаешь, когда тот же самый Борис Николаевич Ельцин, он же искал себе преемника не для того, не потому что как бы он там хотел, ну, да, он поучаствовал в демонтаже зарождающейся демократической системы, в этом ему отказать невозможно. Когда он расстрелял парламент, не пожелав с ним договариваться, насколько бы безумно не были требования парламента, он устранил работающий парламент в Российской Федерации в 1993 году. Он развязал Чеченскую войну, опять же, по примерно тем же причинам, как бы. И после этого он понимал, что, скорее всего, следующая власть, если придет какая-то оппозиция, то будут судить его, и его семье придется плохо. Вот, и он поставил этого товарища, у которого была, так сказать, КГБшная кличка, насколько я знаю, «Серая моль». Вот такая вот серая моль, это самое, с гарантиями безопасности и преданностью личной. А вот личная преданность у Путина действительно была. Ельцин-центр до сих пор работает, между прочим. Вот, Ну, слушай, как точно, серая моль, я сама бы лучшее определение не нашла. Это абсолютно точное определение. ну, насколько я знаю, его так звали сослуживцы в КГБшные времена. Это смехота, умора. Ну да. Вот, а потом, ну, как бы, ну, а что? Да, вот у тебя есть деньги, вот у тебя есть дворцы, все такое. Ну и, конечно, ты начинаешь читать какие-то книжки, там, погружаться в историю, думать, что раз ты такой великий правитель, как тебе все вокруг говорят, значит, нужны какие-то большие свершения, ты чувствуешь уже вкус этой власти, а потом эта власть тебя Мгм. захватывает и становится причиной твоей тревоги, а потом ты не можешь бросить эту власть. И, ну, он же, конечно, он не был таком, когда пришел к власти, у него не было желания быть диктатором, несомненно. Об этом многие интервью с ним ранее говорят. Ну, как бы власть она такая.
Поэтому она и ограничена, потому что неограниченная власть порождает чудовищ. Спасибо тебе за сегодняшний разговор. Спасибо тебе.